месяце. Друзья, переходим к следующему слайду. Он достаточно интересный. Что произошло за год? Это традиционный слайд, который я публикую на протяжении многих лет. Значит, мы будем говорить в марте 2025 года по самому большому классу рынка недвижимости социальное жилье. $709 за квадратный метр, стоимость квадратного метра. И уже в марте 2026 года $732 за квадратный метр. Что показало нам динамику роста в годовом измерении? Плюс 3,24%. Всего лишь 3,24% за год. Друзья, также хочу познакомить вас с индексом стоимости жилой недвижимости вторичный рынок. Он положительный, единичка, запятая 0,32. Хочу вам напомнить, что такое рынок, вернее, индекс стоимости недвижимости. Это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра, в данном случае класс социальное жилье, во времени. Считается он очень просто, если у вас есть статистические данные, естественно. 732 показываю на примере. Делим на 709. Получаем рост в годовом исчислении в процентах 3,24%, или же вот этот положительный индекс единичка, запятая 0,32. Друзья, я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях. То есть это специалисты управления по рискам или риск-менеджменту. Данные специалисты очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине, кто знает, как меняется стоимость недвижимости также во времени. И на примере этого графика рисунка вам показываю. То есть синергия наших знаний, она помогает и в вашем сложном бизнесе. И, конечно же, помогает мне заниматься наукой и развиваться дальше. Для того, чтобы найти меня, контактные телефоны, в моем YouTube-канале в описании есть мой Viber-телефончик, можем списаться, созвониться, составим техническое задание, и вы будете получать раз в квартал полную информацию о том, что происходит с недвижимостью, под которую ваше финансовое учреждение выдало финансовые средства. То есть или она растет, или эта недвижимость снижается. Напомню еще раз, вы знаете, как снижается, вернее, как изменяется стоимость денег во времени. А я знаю, как изменяется стоимость недвижимости также во времени. Друзья, ну это была реклама, без нее никак нельзя. Итак, мы зафиксировали, что рост 3,24% в годовом измерении по городу Одесса. Следующий слайд. Здесь мы сравним, что произошло на рынке предложений по продажам и рынке аренды. Верхняя часть слайда, она не изменилась. Здесь вы также видите рост 3,24% в годовом измерении, класс социальное жилье. Рассмотрим нижнюю табличку. Красная черта. Мы видим здесь данные, которые характеризуют состояние или поведение рынка аренды. Так вот, сравнивая третий месяц, это у нас март месяц 2026 год, с мартом 2025 года, мы видим, что аренда выросла на 5,12%, друзья. Это, очень много. Вот я вам скажу, реально очень много, и приведу простой пример. Предположим, у вас есть деньги, которые вы храните в долларах. Вы не знаете, что делать с этими деньгами, вы просто, так сказать, открываете депозитный счет в любом украинском или там не украинском банке, который работает на территории Украины, и вы для себя с ужасом узнаете, что пассивный доход, который вы получите, это будет в лучшем случае 1,5%, но скорее всего это 1% в годовом измерении. То есть, это ни о чем просто. А с учетом рисков, которые влекут за собой, банк может, так сказать, закрыться, обанкротиться. То есть это
прям не вариант, да. 1% в годовом измерении – это депозит. Пассивный доход по вашему, так сказать, депозиту. А вот здесь мы сейчас говорим в долларах. Понятно, что депозит в гривнах это будет больше, там я сейчас не готов сказать, но, наверное, порядка 19 или 20%, но это в гривнах. А мы говорим о долларах. Так вот, друзья, я все это привел в доллары для того, чтобы вы понимали. Рост стоимости аренды за год 5,12%, это очень много. То есть, по сути дела, квартира, которая там стоит, условно говоря, 30 тысяч долларов, которую вы сдаете в аренду, будет приносить вам от этих 30 тысяч долларов, да, ну, сами можете посчитать, 5% годового дохода. То есть это, ну, это, это не просто очень хорошо, это очень хорошо. Вот я вам скажу честно, вы такой, как оно называется, доходной части, ну, вряд ли что обеспечит вам. Я живу вот сейчас не в Украине, да, и я понимаю, что здесь депозиты примерно те же самые, то есть там 1,5%, может быть, в этом, ну, чуть больше депозиты в евро, да, и чтобы такой доход обеспечить, ну, это надо очень сильно постараться, да, поэтому 5% это, к чему это все привожу? Я считаю, что аренда, рост стоимости аренды достигла своего пика. То есть вот как здесь мы видим снижение стоимости квадратного метра по предложениям, так мы и во втором квартале увидим снижение арендных ставок. Почему? Потому что, ну, это уже предел, так сказать, желаний любого инвестора. Да. 5% это, ну, реально очень круто. Ну, надеюсь, я очень подробно, даже, так сказать, простыми словами постарался вам объяснить, что такое пассивный доход, да, и почему я считаю, что 5% роста аренды за год – это очень много. Друзья, давайте, подводя итоги, в общем-то, зафиксируем следующие цифры. Я предполагаю, что город Одесса, март месяц мы озвучили, да, февраль-март снижение незначительно. Так вот, второй квартал мы будем видеть по городу Одесса снижение, но я думаю, что по 0,5% точно будет каждый месяц, то есть апрель, май, июнь. Итого это будет за квартал снижение, наверное, я думаю, что 1,5%, может чуть больше, может чуть меньше, но цифры, вот именно вот эти цифры должны присутствовать. Почему? Потому что я вижу уже по всем, так сказать, цифрам, которые обрабатываю, что снижение будет присутствовать. Точно угадать не смогу, но вот 1,5, чуть больше, чуть меньше процента за 3 месяца, то есть за квартал, за второй квартал. Надеюсь, рассказал все подробно. Очень старался говорить понятным языком. И пришло время, друзья, прощаться для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком жилой недвижимости города Одессы и не только. Вы должны что сделать? Правильно, подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга, и компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые позволят вам ориентироваться или не заблудиться в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.